Привет, мои замечательные зрители. Всем спасибо за поздравления. Ну что, первая задача этого года. Даны два елочных шара. Они касаются друг друга и лежат на столе. Их же касается кубик, вот желтый кубик. И нужно найти размер этого кубика, длину ребра его, ну, если размеры шаров 10 сантиметров. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу сами. Она не очень сложная, симпатичная, а я буду решать как бы не обосновывая сильно много чего, почти молча. Один зритель написал, но это, правда, немногие зрители за 3 года, что звук у меня плохой, в роликах, ну, я не знаю, у меня микрофон полупрофессиональный, Sennheiser, профайл довольно хороший, ну, на моих гаджетах все хорошо, напишите, как у вас мой звук нормально, удовлетворяет, если скажете нет, я побегу и куплю еще более мощный, еще более современный микрофон, все для вас. Ну, а мы приступаем к решению нашей задачи. Все, микрофон убираю, а то некоторым тоже может понравиться такой. Ну и будет хорошо. Сделаем сечение этих шаров, проведем плоскость через два радиуса, которые проведены в точке касания, и эта плоскость будет перпендикулярна ребру куба, и в сечении мы получим планиметрическую задачу. Даны две окружности одного радиуса, равного 5, 5 радиусы шаров, и вот есть общее внешнее касательное и квадрат, который расположен одной стороной на этой касательной, а двумя вершинками касается наших окружностей. И вот нужно найти длину стороны этого квадратика. Она же будет равна длине ребра куба. Ну, я думаю, что многие проведут радиус в точку касания. Тут достаточно, наверное, даже одного радиуса мне, второй не буду проводить. Потом проведу вот такую общую внутреннюю касательную. Она будет перпендикулярна внешней касательной в силу равенства радиусов этих шаров. И будет перпендикулярна стороне квадрата и разделит эту сторону пополам. Поэтому длина вот этого отрезка будет составлять половину длины стороны квадрата. А сколько будет вот длина этого отрезка? Скажите мне, пожалуйста, а? Вот этот же радиус будет проведенный в точку касания параллелен этой общей внешней касательной, он равен 5, правильно? Тогда снизу у меня от серединки стороны квадрата до точки касания тоже будет 5, правильно? Правильно. Значит, этот отрезок справа будет 5 минус х пополам, верно? Верно. Ну, хорошо. Что дальше? Дальше проведу радиус вершинку и проведу вот из вершины квадрата, продолжу верхнюю сторону квадратика, получу прямоугольный треугольничек, у которого гипотенуза 5, нижний катет как раз 5 минус х пополам, а вот этот отрезок будет х, и тогда у меня вот этот катет прямоугольного треугольника будет просто 5 минус х, то есть радиус минус х. Ну все, теперь пошла теорема Пифагора. Из треугольника прямоугольного, катеты которого и гипотенуза известны, обозначены, я получу, что 5 минус х пополам в квадрате плюс 5 минус х в квадрате равно 5 в квадрате. Интересно, что все-таки получится. 25 минус удвоенное даст 5х плюс х в квадрате на 4 плюс 25 минус 10х плюс х в квадрате равно 25. 25-очки взаимно уничтожаются. Получается х в квадрате на 4 и х в квадрате. Это 5х в квадрате на 4 минус 15х и плюс 25 равно нулю. Умножая на 4 обе части, получается уравнение 5х в квадрате минус 60х плюс 100 равно нулю. Хо-хо, вышли на квадратное уравнение. Мы обожаем его решать. Перехожу на жирный синий цвет и говорю, приведем это уравнение, разделив на пятерочку. Получим х в квадрате минус 12х плюс
20 равно нулю, и по теореме Виета, обратной нашей любимой, получаем корни 2 и 10. Ну, десяточку вы пристроите, а я скажу, что нам подходит x1, которая 2, то есть x равно 2. Ответ ребро нашего куба равно 2. X равен 2. Ну, как вам, симпатичная задачка? Ну да, все свелось к решению вот этого прямоугольного треугольника. А теперь в качестве домашней задачи я вам предложу следующую задачку. ДЗ. Ну, вы уже полюбили ДЗ, и действительно это очень удобно, мне кажется, потому что, ну, автор решил задачу, если она не имеет каких-то альтернативных решений, то возникает проблема. Ну вот, даны уже две неравных между собой окружности, которые касаются друг друга, и общей внешней касательной. И пусть радиусы этих окружностей будут 9 и 16, как в задаче с монетами. Вот так. И требуется найти x, длину стороны этого квадрата. Я жду ваших решений. Еще раз всего хорошего. Еще раз огромное спасибо за хорошие слова, за ваши лайки, комментарии, доброжелательные отношения. Ну и напишите, конечно, про микрофон. Звук устраивает или нет. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. Пока.